Меня зовут Андрей Дуйко, и я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые связаны с вашим здоровьем. Прямо сейчас онлайн вы пишете мне вопросы, которые я читаю в YouTube и на своей странице в моем YouTube, тьфу ты, YouTube, в моем сайте «Тибетская формула» в вебинарной комнате. Итак, быстренько откроем. Так, я не готовился, сразу вам говорю, буду стараться по ходу давать вам какие-то комментарии. Итак, мой муж бесится при виде психолога, особенно не переносит вас. Вот, молодец. Прямо огромный скандал закатал, что из-за таких, как вы, все проблемы в семьях. Что делать? Если у вас проблемы с мужем по поводу того, что вы смотрите меня, то нужно не смотреть меня. Почему? Потому что муж, он навсегда. Смотрите меня, то нужно. Муж, он навсегда, а Дуйко временно. Поэтому зачем я вам нужен? Слушайте мужа, живите в мире, и пусть в вашей жизни будет только счастье и радость. А знаете, зачем вам эти психологи нужны? Главное, любовь мужа. Сейчас бумажечки поубираю, а то как-то некрасиво. Итак, Галина Бранштейтер. Мне 65 лет, здоровье было отлично. Ношу очки в течение года, правый глаз немного уменьшился. Почему? Хочу купить эмбриорум без кислоту. Еще муж после 14 лет предал. Замуж не хочу, скажите, другого встречу, встретите. А почему глаз уменьшается? Это называется... Это называется... Это называется суб... Есть офтоспазм, офтальмспазм. Сейчас я посмотрю. По-моему, так называется. Микрофтальм. Вот, микрофтальм. Микрофтальм возникает обычно на фоне перенесенного вируса. Это может возникать на фоне герпе вирусного заболевания. Даже во время заболевания кишечника. И, в общем-то, может быть связано там с ревматоидным заболеванием, с токсоплазмой, с герпесом. Это может быть там курение, алкоголь, лекарственные препараты какие-либо принимаете. Это может выражено еще и генетически быть. Обычно это частое явление, хоть и считается, что как бы нечастое. Тем не менее, я за время практики медицинской наблюдал большое количество людей именно с таким заболеванием, каким образом необходимо на него реагировать. Я считаю, что можно это все изменить, принимая препараты от герпеса и токсоплазмы. Это бетулиновая кислота, улучшая общее состояние иммунитета. Также хорошо выполнять ингаляцию либо с популином, либо с германием. Германия является мощнейшим препаратом, способствующим препятствию развития и уничтожению герпетических заболеваний и, в общем-то, улучшает общий иммунитет человека. Также это может быть следствием, по моему мнению, опять-таки хочу сказать, что медицина это не подтверждает, но очень часто я замечал, что у людей, у которых есть вот такое заболевание, микрофтальм, часто бывает иммуноглобулин Е завышен, как при аллергии, при этом никаких симптомов аллергии не было. Ну и бетулиновая кислота способна увеличивать интерлейкины, иммуноглобулин Е подавлять и так далее. То есть вы правильно выберете, если начнете принимать бетулиновую кислоту, все в порядке. По поводу того, чтобы, что муж предал, там ушел и так далее, ну так он не ушел, он пошел от вас. Пошел на свободные хлеба. Все у вас будет хорошо. Сколько будет стоить РТЕ? Понятия не имею. Скорее всего, так же. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хорошего дня. Спасибо, что вы у вас есть. Спасибо и вам. И вам спасибо, что вы в такое время вместе и поддерживаете. Одним словом, отвернуться я не смог. И стараюсь служить людям, несмотря ни на что. Андрей Андреевич, что делать, если постоянно просят деньги? Как прекратить, как нужно не давать деньги? Это не сегодняшняя тема. Найти информацию, почему у вас занимают деньги, можно, если на моем канале вбить, почему у вас все время занимают деньги.
Павел, Андрей Андреевич, сегодня маме сделали УЗИ сосудов головы и шеи. Заключение: стеноз артерий, бляшки 40%, но небольшие. Атеросклероз и шейный остеохондроз. Что вы посоветуете из ТФ и народные рецепты? Из ТФ я посоветую ЕМА препарат, 1 чайная ложка на стакан воды, также препарат Гворгин, 1 таблетка 2 раза в день. Почему возникает, по моему мнению, стеноз? Дело в том, что вот я считаю, что все проблемы, которые связаны с вот как все устроено. Вот по моему мнению, оно отчасти медицинское, но скорее всего такое любительское. Вот когда человек живет, то он постоянно находится в невротическом состоянии, в неврозе. Испытывается, что такое невроз? У человека появляется страх или появляется раздражительность. Это всегда связано с адреналином. Когда у человека появляется адреналин, то если есть адреналин, то у человека повышается давление. И вот что происходит. Где появляется адреналин, там всегда появляется холестерин. Есть адреналин, есть холестерин. Нет адреналина, нет холестерина. Холестерин забивает или приводит к появлению стеноза. И в дальнейшем это является основной вот такой проблемой. С чем необходимо, как необходимо это устранять? На первое место необходимо поставить исследование все же поджелудочной железы и проверить, нет ли сахарного диабета 2 типа, нет ли инсулинорезистентности, нет ли повышенной глюкозы, и очень обращать на это внимание, снижая холестерин. Второе. Обязательно необходимо устранять неврозы. Если не устранять неврозы, если не устранять их каким-либо образом, то данное заболевание лечить будет бессмысленно. Чем необходимо устранять? Ну, то, что больше всего необходимо человеку: магний. Необходимо принимать магний. В нашей компании это Magnum Cit-300, но магний можно приобрести в любой аптеке, и кардиомагнил. Вот принимать можно кардиомагнил. Второе. Если есть стеноз, то очень часто это связано с тем, что недостаточность цинка. Недостаточность цинка – это частое явление у людей, у которых появляется стеноз. И цинк необходимо принимать. То есть необходимо принимать магний в виде кардиомагнила, допустим, принимать цинк в виде там какого-нибудь препарата, там, любой компании, которая продает препараты с цинком. Из моих препаратов это Гвардин, ЕМА. Из народного такой вот есть хороший народный способ. Берется 1 килограмм лимонов и 1 килограмм меда. Все это перемалывается, отцеживается, настаивается в виде суток, принимается 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, утром и вечером. Нетрадиционный способ лечения сосудов, такой совсем нетрадиционный, но тоже интересный, это использование, его называют ельцинский метод. Берется 1 чайная ложка растворимого кофе, 1 столовая ложка лимона и 1 столовая ложка меда. Заливается теплой водой, размешивается, и через маленькую трубочку человек пьет. Я могу сказать вам, что существует определенный метод, который изобрели йоги, и который помогает человеку действительно справиться с такими заболеваниями, как гипертоническое заболевание сердца, атеросклероз, высокий холестерин. Существует определенный вид дыхания. Его очень несложно практиковать. Я даже видео записал. Выполнять его можно вот утром и вечером, но если вы выполняете его в утреннее время, после его практикования выпивайте 1 стакан теплой воды, а если вы это делаете вечером, то 1 стакан прохладной воды. Таким образом необходимо его выполнять. Выполнять его очень несложно. Необходимо немного поднять голову вверх и через зубы или через губы вдохнуть воздух и задержать. Вот так. Досчитать до 10, посмотреть прямо и выдохнуть. И сделать так от 1 минуты до 3. Выполняйте так утром и вечером, и со временем вы увидите, как у вас снизится холестерин и снизится артериальное давление. Объяснение этому есть, но, к сожалению, я его здесь во время проведения данного вебинара не дам.
Артерия бляшки 40% и так далее. Шейный остеохондроз, ну вот посоветовал. Из народных рецептов тибетский чай. Тибетский чай для омоложения готовится так. Бессмертник полевой, березовые почки, ромашка, зверобой. Все в равных частях по 100 грамм покупается, перемалывается, складывается в большую 3-литровую банку, перемешивается между собой. Заваривать необходимо 1 столовая ложка, высыпается сверху в горячую воду и накрывается блюдцем. Через 5 минут после остывания еще такой более-менее горячий пьется. Пить нужно утром натощак, вечером перед сном. Помимо того, что это открывает бляшки, помогает еще и справиться с процессами геронтологическими, то есть визуально человек омолаживается, лучше себя чувствует. В целом такой состав, он прежде всего помогает поджелудочной железе. Вообще на 100%, вот хочу вам сказать, любые проблемы позвоночника, которыми болеет человек, бессмысленно лечить чем-либо, кроме массажей. Но как только человек начинает лечить свою поджелудочную железу, проблемы позвоночника исчезают. Чем лечить? И тут вопрос. Наша медицина не лечит поджелудочную железу. То есть у нас есть ферменты для поджелудочной, у нас есть заболевания поджелудочной, это панкреатит, это панкреас и панкреатит, панкреатит и сахарный диабет первого-второго типа. И все, по идее, больше нет заболеваний поджелудочной железы, а они есть. И нужны препараты, которые могли бы помочь. И это препараты, они не должны быть нож по эссенциале форте. Это должны быть конкретные препараты, которые могли бы восстанавливать функцию поджелудочной железы. А функций много. Это островки лангерганса, это трипсин, это пепсин, это соляная кислота, которую должна выделять поджелудочная железа в двенадцатиперстную кишку и так далее. То есть там процессов много. И вот эти процессы, они должны быть активными и быть постоянными. Она должна реагировать. Вот если она реагирует неправильно, начинается боли. Под правой лопаткой, под левой начинается невралгия, появляются боли в позвоночнике, в пояснице, еще где-либо. И что в этот момент я рекомендую принимать? Друзья мои, у вас болит позвоночник, принимайте мой препарат Панкресорб. Панкресорб. По 2 таблетки 2 раза в день на протяжении 1-2 месяцев. Не лечите никак позвоночник. Через 2 месяца не будет болеть позвоночник. Так. Андрей Андреевич, что вы скажете насчет пчелиного подмора? Можно ли делать настойку на медицинском спирте 70%? Можно. Можно принимать пчелиный подмор. Насколько я знаю, это хорошее средство при туберкулезе. Также можно натирать суставы, пораженные артритом, в случае, если есть ревматоидные боли. Также великолепное средство при ревматизме и средство, которое увеличивает иммунитет. Почему так работает? Большое количество аминокислот, которые появляются в спирту, вот таким образом действуют. Как настойку принимать? Настойку принимать необходимо по каплям. Ее нет смысла принимать в большом количестве. По каплям ее принимают, насколько я помню, там 10-15 капель 1 раз в день. Доброго дня, Андрій Андрійович. Скажіть, будь ласка, що таке мікроаденома гіпофіза і чим можна полікуватися? Болить голова і погіршився зір, і ще й скільки часу приймати бітулінову кислоту при папіломавірусі? Одним из проявлений микроаденомы гипофиза может быть как раз заболевание герпеса. Бетулиновую кислоту при лечении герпеса необходимо принимать не менее 2 месяцев. И микроаденома, по идее, может быть устранена. В моей жизни была женщина, у которой была проблема, связанная с эндометриозом, и была микроаденома. Это было несколько месяцев назад, вот до войны еще. И она обратилась ко мне, ей рекомендовали прооперировать эндометрий, и
она говорит: Андрей Андреевич, а что вот вы бы порекомендовали мне пропить? Я ей порекомендовал принимать препарат D3. Рекомендовал ей принимать препарат D3. На фоне приема препарата D3 заметно было уменьшение заболевания эндометриоз. И в дальнейшем я нашел вот такой патент интересный. Сейчас я его сегодня прочитаю. Сейчас. Иммуноглобулин, мочевой кислоты, опорно-двигательной системы при ожирении, гепатопротекторная, генитального эндометриоза. Вот. В Советском Союзе, в институте была проведена работа и был патент. Его зарегистрировала Денисова Александра Сергеевна и Ярмолинская Мария Игоревна. Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и гинекологии, и может быть использовано для лечения наружного генитального эндометриоза. Для этого после верификации диагноза, то есть когда обнаружили диагноз, начали прием витамина D и контролировали уровень витамина D в крови с проведением при необходимости коррекции указанной дозировки. И способ позволяет повысить эффективность лечения при снижении болевого синдрома, улучшении психоэмоционального фона, снижении побочных эффектов. А я почему-то не дописал. Так вот, несколько там примеров есть, как на фоне приема витамина D3 в дозировке 4000, 10 тысяч миллиграмм на протяжении одного дня. Посмотрим, а у нас 500 миллиграмм витамин D3, а у нас как раз он 5000. То есть одна таблетка утром, одна таблетка вечером на протяжении 6 месяцев, и там более десятка примеров людей, которых пробовали, которым успешно применяли при лечении эндометриоза витамин D3 вот в такой дозировке. То есть фактически одна таблетка утром, одна таблетка вечером. И в дальнейшем это приводило к тому, что исчезали миомы, восстанавливался эндометрий, вновь запускалась система овуляции, при альцминорее там появлялась менструация и так далее. То есть вот эти все процессы, они вновь запускались, и это было есть даже патент такой, то есть лечение генитального эндометриоза возможно с применением препарата D3 в дозировке 10 тысяч миллиграмм на протяжении дня. То есть фактически одна таблетка утром, одна таблетка вечером. Каким образом принимать, сказал уже на протяжении 6 месяцев. Хорошо было бы, если бы дополнительно использовали мазь, которую я сделал при эндометриозе. Она называется Endometrix. Поэтому в случае, если у вас есть такие проблемы, пожалуйста. Сегодня мне дали спирулину и попросили, чтобы я ее прорекламировал. Спирулина. Я решил не работать над тем, чтобы давать какую-либо информацию, а решил подобрать научные патенты, которые были составлены по принципу использования спирулины. Итак, авторы патента Бухтиярова, Рамышевская, Михельсон и Волков. И они рекомендовали, в частности, к акушерству использовать в уменьшении числа плодов с задержкой развития и улучшение перинатальных исходов. То есть фактически рекомендации, способ лечения синдрома задержки внутриутробного развития плода с применением препарата спирулина. То есть, по идее, здесь говорится, говорится о том, что проведено лечение данным препаратом у двух групп женщин. Первая группа – обычная комплексная терапия с добавлением актовигея в 24 случаях. И вторая группа – комплексная терапия с препаратом спирулина. И дальше вот что здесь говорится.
у тех женщин, которые принимали спирулину, у всех этих женщин, даже при патологии, поставленной в ранний период, не было асфиксии и стабильно повышался кислород в крови матери на фоне снижения углекислого газа на какой-то там отметке, что свидетельствовало о нарастании процессов оксигенерации крови. И процессы удачных родов женщин, которые использовали спирулину в последние месяцы беременности, приводило к тому, что дети, которые рождались, всегда рождались удачно и не было процессов асфиксии. Способ лечения синдрома задержки внутриутробного развития плода, включающий средства, улучшающие маточно-плацентарный кровоток и спазмолитики, отличается тем, что дополнительно используют спирулину платенсис, это наша, в лечебных дозах 4 грамма в день с последующим назначением поддерживающих доз 2 грамма в день до начала родов. У нас здесь 500 миллиграмм. Таким образом, получается, в течение дня человек должен принимать 7 таблеток на протяжении где-то 2 недель, и после этого переходить к 4, вернее, таблеткам, это 2 утром, 2 вечером, последние 2 месяца перед родами. И получается, полученные клинические результаты свидетельствуют о положительном воздействии данной спирулины на процессы трофики и дыхания в организме плода и на исход родов. Это делает возможным рекомендовать ее применение в целях профилактики ДЦП, допустим, на ранних стадиях лечения в комплексной терапии при неэффективности других методов. Вот. Поэтому, если вы вынашиваете ребенка, то вам необходима спирулина для того, чтобы было все хорошо. Чем может быть полезна спирулина? Есть еще ряд патентов, о них тоже хочу сказать. Спирулину рекомендуют как средство, стимулирующее работу сердца в эксперименте. Авторы патента Попович, Рудик, Кобец и Гудумак. Изобретение относится к медицине, именно к экспериментальной кардиологии, и должно быть использовано в качестве средства, стимулирующего работу сердца. Цель изобретения – повышение работоспособности утомленного сердца, выражающееся в повышении сократительной способности и несносной функции миокарда, устранение аритмий, увеличение продолжительности работы изношенного сердца. Применение предлагаются средства, обеспечивающие более выраженный стимулирующий эффект по сравнению с известными средствами и позволяет расширить ассортимент средств, стимулирующих работу. Рекомендации Машковского, лекарственные средства, Медицинский институт, Санкт-Петербург, 1987 год. Авторское свидетельство 134-40-72-04. Применение экстракта водорослей спирулина плацентис наше в качестве средства стимулирует работу сердца в эксперименте. Ну вот, получается, если у вас ишемическое заболевание сердца, у вас есть общая слабость, мышечный тонус снижен, усталость, постоянно то аритмия, то тахикардия, экстрасистолия, и вы это ощущаете, рекомендую как средство, стимулирующее работу сердца, низкое давление. Рекомендую как средство, стимулирующее сердце в эксперименте. Средство, нормализующее уровень иммуноглобулина, особенно у детей. Оказывается, это патент Евица, Белоокой, Делехов и Шипулина. Использование в иммунологии и аллергологии. Сущность изобретения. Сущность изобретения спирулины говорит о том, что она нормализует уровень иммуноглобулина Е. Иммуноглобулин Е является одним из 4 иммуноглобулинов, который, как правило, показывает то, что у человека высокий уровень иммуноглобулина Е является фактором наличия у человека заболевания аллергии, особенно у детей. Именно поэтому применение пищевой добавки спирулина достигает снижения уровня иммуноглобулина Е в крови, что ведет к уменьшению аллергической настроенности организма. И есть вот такой патент. Дальше. Лечение подагры с помощью или при помощи спирулины. Патент Савина, Карпачева, Розовика. Изобретение относится там бла-бла-бла. И вот способ снижения уровня мочевой кислоты в организме человека
включающий использование лекарственного растения спирулина, отличается тем, что в качестве основного действующего начала используют натуральную цельную спирулину, ну нашу. И желательно с микроэлементом селен. Курсом по 2 таблетки 2 раза в день в течение 21-28 дней по показаниям, причем препарат принимают под контролем микроскопии сыворотки крови в динамике и при условии исчезновения кристаллов мочевой кислоты в форме зерен, лучей и определяют нормализацию уровня мочевой кислоты. Поэтому я могу сказать, что есть патент, который утверждает, это доказательная медицина, что применение спирулины по 2 таблетки на протяжении 28 дней совместно с применением препарата селен, можно медицинского препарата селен, на протяжении 28 дней способно снизить уровень мочевой кислоты. И это очень важно, особенно для тех людей, у которых есть заболевание, мочекаменное заболевание, заболевание подагра и так далее. Один из вариантов снижения — это не просто принимать калий содержащие препараты или аллопуринол, а дополнительно вводить в рацион питания спирулину. Вот как интересно все. Дальше. И дальше здесь говорится о том, как проводились исследования. Вот, допустим, пример. Больная 58 лет, страдает ревматоидным артритом. Болеет около 3 лет, заболевание протекает тяжело, сопровождает сильной болью в суставах. Анальгетики, болеутоляющие, противовоспалительное облегчение не приносят. Получала заявленное средство в порошке, то есть спирулину. Принимала она 0,3 грамма на 1 килограмм массы тела ежедневно в течение 6 месяцев. Через 2 дня после начала приема заявленное средство смягчило остроту болезненных явлений, и через месяц боли в суставах прекратились. После проведенного курса лечения рецидивов не наблюдались. Больной диагноз остеохондроз, сопровождающий боли в области спины и грудной клетки. Неоднократно лечился, улучшения не наблюдалось. После приема средства, то есть хочу напомнить, что это спирулина совместно с препаратом селен, таблетированной форме конкретно спирулины 4,5 грамма, то есть 0,5 грамма на 1 килограмм массы тела ежедневно в течение 2 месяцев. Боли в области спины и грудной клетки прекратились, рецидивов в течение года не было. Проведенные клинические испытания вышеуказанного средства показали его высокую эффективность и безопасность. Средство не имеет противопоказаний и побочных эффектов при лечении, в том числе и домашних животных, и людей с различными заболеваниями, включая опорно-двигательный аппарат. Средство, улучшающее координацию опорно-двигательного аппарата человека при ожирении 2 степени. В Казахстане проводились исследования. Муксут Махамеджанович Расулов, Кузнецов Игорь Анатольевич. Изобретение относится к восстановительной медицине, к лечебной физкультуре, касается улучшения координации опорно-двигательной системы при ожирении 2 степени. Выводы. Положительный эффект адаптационной перестройки в условиях тренировочных занятий, имеющих ожирение 2 степени с использованием предлагаемой спирулины, позволяет обосновать более эффективную систему комплексного воздействия с целью улучшения процессов адаптации и координации опорно-двигательного аппарата. Это когда головокружение. А еще гепатопротекторное средство из морских водорослей, патент Прыгин Владимир Геннадьевич, город Москва, относится к биологическим составам из экстракта спирулины. И здесь, значит, говорится о том, что в настоящее время ведется активный поиск гепатопротекторных средств, повышающих устойчивость печени к патологическим воздействиям, усиливающих, обезвреживающих функции и способствующие ее восстановлению при различных повреждениях, в том числе отравления промышленными ядами. И вывод: средство обладает ярко выраженным гепатопротекторным действием, представляющий собой экстракт спирулины. Так, сейчас закончу. Не загрузил вас? И вот что нам еще говорит знаменитый Google. Открываем Google, значит, находим такую статью о спирулине. И здесь, значит, указано огромное исследование, токсикологическое исследование влияния употребления спирулины на людей и животных в пропорциях 800 микрограмм на килограмм.
а у нас 500, то есть чуть-чуть меньше. И замены до 60% суточной нормы белка на белок спирулины. Ну, это ладно. И вот какие результаты, значит, в этом всем были. Значит, результат перекисного окисления липидов, который говорил о том, что можно использовать с целью похудения, так как снижение переокисного окисления липидов – это фактически уменьшение холестерина, липопротеинов, низкой, очень низкой плотности канцерогенного холестерина. Дальше триглицеридов, очень значительная работа и очень высокий эффект при лечении аллергии. Спирулина эффективна в борьбе с аллергией, ринитом, чиханием, заложенностью носа и кожным зудом. Симптомы ринита после приема 2 грамм спирулины на протяжении 6 месяцев исчезла. Дальше оксидативный стресс. Написано, что требуются дополнительные исследования с референсными лекарственными средствами и большим количеством маркеров изменений, но по идее утверждают, что очень высокая реакция адаптивного процесса при лечении заболеваний спирулиной. Что? Ты хочешь зайти сюда? Ну, зайди, конечно, Питер. Здрасте. Здрасте. Увеличилась на 20-30% больше мышечная масса у нетренированных людей через 8 недель приема спирулины, тогда как у группы, которая принимала плацебо, не было эффекта. Далее, 44% поражений полости рта при раке ротовой полости полностью зажили при приеме 1 грамма спирулины по отношению к 7-группе плацебо, но при приеме доксирубицина. Дальше антиоксидантная защита. Отмечено увеличение глутамин пероксидазы и супердисмутазы, но проблематично оценить их эффективность. Но это лучшая работа поджелудочной железы, восстановления гепатоцитов. Дальше. После приема 3 граммов спирулины ежедневно в течение 12 недель у пожилых людей улучшились показатели крови. Дальше отмечалось значительное увеличение количества лейкоцитов. Дальше жировая дистрофия печени. После приема 4,5 граммов спирулины в течение 3 месяцев отмечалось уменьшение жира в печени. Дальше устойчивый вирусологический ответ. Спирулина способна индуцировать устойчивый вирусологический ответ. У многих людей с гепатитом С около 20% лиц, 13,3 полных, 6,7 с некоторой степенью улучшения. И показала очень высокую эффективность. Также в настоящее время доказано снижение симптомов усталости у большого количества людей при использовании препарата спирулина. Именно поэтому я рекомендую принимать спирулину людям, у которых есть проблемы подагры, проблемы мышечной дистрофии, проблемы печеночные, проблемы атеросклероза, проблемы опорно-двигательной системы, проблемы поддержки сердца и даже при некоторых проблемах, которые связаны с кожным покровом и так далее. Ну вот, надеюсь, будет вам интересен данный продукт. Я действительно считаю, что спирулина может быть альтернативным препаратом при лечении, по моему мнению, мочекаменного заболевания. Почему я так думаю? В свое время одним из методов лечения в нетрадиционной медицине, одним из методов лечения мочекаменного заболевания, это было применение вот таких водорослей. Это было применение либо водоросли фукус, такая синяя водоросль, розовенькая, и спирулины конкретно. То есть нужно было в нетрадиционной медицине рекомендовали принимать 1 чайная ложка такой высушенной спирулины на стакан воды утром и вечером. Надеюсь, было это полезно. Итак,
Нас сейчас смотрит 490 человек. Пожалуйста, если вам не сложно, друзья, обязательно поддержите и подпишитесь на мой канал и нажмите лайк. Дальше. Все препараты, о которых я буду сегодня говорить, есть в описании к данному видео. Вы можете сейчас прямо увидеть вот спирулина, и дальше идет ссылочка на спирулину. Итак. Самсина Анна. О деменции муж, что сейчас посоветуете? Выкупила лецитин, бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота, да, но есть очень интересные исследования использования препарата L-триптофан. Смотрите, это как раз я сегодня тоже вычитал такое. Есть L-триптофан является, помимо всего прочего, еще иммуностимулирующим веществом. Но есть исследования американские, это исследования Линч Эндрю Шон, Смит Стефан Лейленд и Хамблон Кэрри Луиза в медицинском журнале. И здесь, значит, они говорят, изобретение можно применять в частности для лечения аутизма, но оно также обладает применимостью для других общих расстройств развития, таких как расстройство Аспергера и Ретта. L-триптофан рекомендуют использовать для лечения в том числе и кишечных расстройств, присутствующих у пациентов с общими расстройствами развития. И расстройство развития авторы настоящего изобретения рассматривают, что применяется оно при вот таких заболеваниях. Также рекомендуют использовать в обессивно-компульсивном расстройстве в дозировке 6,8 грамм в сутки. Это получается, где он, этот триптофан наш? L-триптофан, он идет у нас 0,6 миллиграмма, получается, ну, в большой дозировке нужно принимать хотя бы 4 таблетки, хотя бы 6 таблеток, даже вот так. И здесь вот о чем говорится. Если смотреть, в общем-то, исследования, то в этих исследованиях одной из идей применения L-триптофана как улучшенное воздействие при применении леводопы. То есть L-допа – это аминокислота, которую обширно применяют при лечении заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Рекомендуют применять в комбинированной терапии L-триптофан, а я рекомендую применять еще дополнительно L-триптофан к препарату с высоким содержанием меди, потому что есть исследования, которые утверждают, что заболевания Паркинсона и заболевания Альцгеймера отчасти могут являться заболеваниями с недостаточностью меди в крови. Именно поэтому можно принимать препарат алгоцин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день после еды, с препаратом L-триптофан по 2 таблетки 3 раза в день, вот при таких симптомах, которые возникают у вашего любимого человека, который сейчас страдает или болеет деменцией. Поэтому L-триптофан в ходе лечения деменции. Доброго дня всім вам, шановний Андрій Андрійович. Велике спасибі за препарати, особливо варіковазінова мазь. Просто супер процвітання вашій компанії. Дуже дякую, дуже мені приємно це читати. Уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, есть ли эзотерические... Зайчики мои, какие методы? Здравствуйте, Андрей Андреевич. Косточки на ногах больше лечить только при помощи операции. Большое вам спасибо. Берете и делаете уксус. Берете уксус, наливаете в банку пол-литровую. Выкладываете туда сырое яйцо, не разбивая кожуры. Настаиваете его, такое яйцо на уксусе или в уксусе на протяжении 10 дней. Прокалываете, взбиваете. Не нужна эссенция, можно уксус. После чего берете рукой или там ватным тампоном и делаете аппликацию. Еще лучше натираете вот эти места. Вот таким раствором. Такой раствор очень эффективен при вот таких заболеваниях. Прямо очень рекомендую. Андрей Андреевич, здравствуйте. А что вы думаете о Чаванпраше? Может ли он быть полезен? Был йог, звали его Чаван. А находился он в Индии.
И в том месте, где он находился, ничего не росло, не было зелено, и его беседка, в которой он проживал, она находилась рядом с деревом чаван, рядом с деревом амла. И это дерево амла в Индии, оно цветет круглый год. Безвкусные плоды, но невероятно сладкие. У амлы очень сладкие плоды, они внешне похожи на киви. И он сделал из вот такого растения просад, то есть приготовил пищу для того, чтобы когда люди приходили и приходили к нему за благословением, он должен был давать им просад. И он давал просад из вот этой еды, чавана. И это назвали пищей чавана. То есть считается, что он не ел ничего, кроме этой пищи. Прожил он там за 100 лет, был очень известным аюрведическим таким целителем. И считается, что данная еда чаван-праш, это еда, грубо варенье, приготовленное из растения амла, является или имеет целебные действия. Для тех людей, которые находятся в Индии, оно имеет действие, потому что они индусы, и они верят, у них есть, может быть, склонность к этому. Наблюдая и длительно наблюдая, как люди принимают вот данный препарат, могу сказать, что ну, чего-то такого сверхособенного я не заметил. Могу сказать, что из-за высокого содержания, скорее всего, глюкозы может иметь ярко выраженный такой стимулирующий эффект. То есть в случае, если у человека низкое давление, в случае, если у человека усталость, то дополнительное введение фруктозы, глюкозы может помочь человеку, может быть, дополнительно чувствовать какие-то силы. Ну, полезен, да. В Индии считают, что это препарат для увеличения энергии. Подскажите, костный бульон, который варится 24 часа, полезно или нет? Костный бульон, который варится 24 часа, полезен в случае, если у человека есть переломы ног и рук, а также он болеет или страдает остеопорозом. В случае, если есть остеопороз, полиомиелит, то вот такой бульон им можно лечить. Также таким костным бульоном лечат туберкулез. Ну, не знаю я, вылечивают или нет, но то, что в народе лечат, такое дело. Андрей Андреевич, спрашивает Ирина Позднякова, если работаешь, а потом прививка от ковида, и выпадаешь из здоровья и денежного потока, и какой выход? В случае, если вас укололи и вы перенесли ковид, я вам хочу сказать, то, что вас укололи, сделало вас теми людьми, которые не умрут от ковида. Дело в том, что кто бы мне ни говорил, как человеку, который занимается медициной, кто бы ни говорил из вас о том, что это там придумано, что это все ерунда, что это там не надо там прививку делать и так далее. Я хочу вам сказать о количестве людей, которые умерли от осложнений на фоне ковида. То есть ПЦР-тест показывал ковид. У этих людей сатурация уменьшалась, после этого интерлейкиновый, цитоликин, как же называется, цитокиновый, вернее, не интерлейкиновый, цитокиновый шторм начинался у них, и после этого они плавно завершали свою жизнь. Это было очень много людей, очень много. И сейчас те люди, которые говорят, ковид это ерунда, мне укололи, так вот не укололи, и вы бы тогда не, могли бы гипотетически не дожить. А то, что не нужно делать их там 50 прививок, знаете, это я 100% уверен. Почему? Был такой человек, Владимир Вольфович Жириновский, он сделал себе там 20 этих прививок, ну и хорошо закончил свою жизнь, уже на небесах, слава богу. А вот если вы нормальный человек и добрый, то вам не нужно больше 2 прививок. Одна прививка в год, больше не требуется. По поводу того, что ковид, прививка от ковида может вас сделать больным человеком, ну, я лично сомневаюсь. Дело в том, что после данной прививки я не вижу изменений крови у людей, а я наблюдаю за такими людьми, потому что среди них есть мои близкие люди. Вот то, что применение прививки привело к тому, что человек не заболел и в взрослом возрасте остался жив, когда рядом с ним люди погибали, это было заметно. Я это видел. А то, что было сделано прививка женщине, которую я знаю, которой за 85 лет, и после чего она до сих пор живет и хорошо себя чувствует, но это другой вариант. А что нужно делать? Дело в том, что то, что вы себя плохо чувствуете, это, скорее всего, связано с осенью, ревматоидными артритами, заболеваниями поджелудочной железы, стрессами и так далее. Не нужно все валить только на прививки. Андрей Андреевич,
Спасибо за коэнзим 100. Это супер потрясающе. В случае, если вы принимаете мой коэнзим 100, то вы должны знать, что его можно принимать только в небольших дозировках. И делайте это по возможности в обеденное или послеобеденное время. Дело в том, что это мощнейший стимулятор работы сосудов, активности сосудов, является вазодилататором, то есть по-русски это расширяет сосуды. Когда происходит вазодилатация, то у человека может быть ощущение усталости, падения настроения и так далее. Обычно у нас перевозбуждение, вот у взрослых людей, оно начинается в вечернее время. Пришли домой, все бесят, там поели, объелись или не доели и так далее. И вот начинается там смотреть, начинаем телевизор, начинаются стрессы. Вот это время, когда хорошо выпить коэнзим Q10, потому что он расширит сосуды, простимулирует вам сосуды мозга и улучшит общее состояние. В случае, если утром, то и так давление, как правило, там низкое, высокое, человек еще находится не в концентрированном состоянии, если выпивать препарат, то может быть небольшая приторможенность, может даже появляться небольшое головокружение. Поэтому коэнзим Q10 желательно принимать во второй половине дня. Я принимаю коэнзим Q10 совместно с препаратом Тонизон на протяжении принимал, сейчас не принимаю, на протяжении, наверное, 2 месяцев. Итог. После принятия коэнзима Q10 совместно с препаратом Тонизон мне больше нет необходимости в дальнейшем принимать препараты от артериального давления, которыми я раньше пользовался. Сейчас не поднимается. Массаж еще помог. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли помочь при заболевании красной волчанки? Народными методами. Народными нет. Андрей Андреевич, помогите, у сына 29 лет, слабые показатели спермограммы, вредных привычек нет, если переболел гепатитом Б. Если плохая спермограмма, улучшить ее можно обычным сгущенным молоком. Вот пусть пьет сгущенку 2-3 раза в день, спермограмма будет бешеная. Сметана и сгущенка, любые молочные загущенные продукты, особенно сгущенное молоко. Прямо проверено. У меня есть знакомые такие, которые обращались с этими проблемами. Я говорил, перед постелью 2 ложки сгущенного молока. И потом люди говорят, ну надо же, как это так, ты все знаешь. Я говорю, я не знаю, просто вот гарантирую эффект. Великолепный эффект, сперма оживает, все там шевелится, все работает. Скажите, если эзотерическими... Отстаньте с эзотерическими методами только в пятницу, любимые мои. Замучил седалищный нерв, я приставила белую глину, но помогает на малое количество времени. Какие методики можно применить? Не помогает, потому что у вас не хватает психической энергии. Методик хватает. Какие вы хотите? Давайте я вам расскажу, какой метод нужно использовать. В случае, если у вас болит седалищный нерв, возьмите одну часть камфорного спирта и одну часть нашатырного спирта, смешайте между собой. Возьмите в ладонь и натирайте седалищный нерв. Второй вариант. Натрите медом, налейте в банку теплой воды, в бутылку, и вот так катайте минут 20. Также аппликатор Кузнецова. Лежите на аппликаторе Кузнецова. Седалищный нерв, то бишь ишас, лечится вылеживанием. Теплые ноги, прогревание ног и лежание в горизонтальном положении. Поэтому чем больше будете лежать, тем быстрее пройдет у вас данное заболевание. Соня моя попросила, чтобы я рассказал о псиліумі. Вот. Від мене джерело клітковини, пробіотик, покращує роботу кишковника та метаболізм, регулює рівень цукру і холестерину в крові, загальмовує всмоктування жирів і виводить шлаки та токсини, диетична добавка. Итак, что же это такое псилиум? Это общее название использования для нескольких представителей рода растения Плентаго. На самом деле это подорожник. Подорожник. И с него, когда появляются на подорожнике вот эти семечки, то эти семечки, их расцвет этих семечек приводит к тому, что высыпается вот эта пыльца с него. Псилиум в основном используется в качестве пищевого волокна для облегчения симптомов. Итак, от запора, а еще и от диареи, а еще и уменьшает количество холестерина,
улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Но самое его интересное влияние – это снижает уровень холестерина при сахарном диабете второго типа, снижает уровень инсулина при сахарном диабете второго типа и уменьшает систолическое артериальное давление. Таким образом, можно сказать, что он уникален. Нормализует работу кишечника, снижает холестерин липопротеинов низкой плотности, гиперхолестеринемией, которые болеют. В случае, если человек болеет ишемической болезнью сердца, также при сахарном диабете второго типа, при тяжелых заболеваниях диареи, при заболеваниях болезни Крона. Рекомендую использовать препарат Псилиум. Как его использовать? Он в виде шрота, имеет цвет желтый, очень приятный запах, пахнет почему-то колбаской какой-то. Рекомендую его использовать четверть чайной ложки на стакан теплой воды, принимать его утром и вечером. Это можно ли использовать псилиум как препарат, за счет которого можно похудеть? Конечно, я считаю, что именно псилиум и может помочь человеку справиться с избыточным весом и поможет человеку худеть. Сегодня я представляю вам новый препарат моей компании, он называется Sonic. Это препарат, который я создал, мечтал о нем много лет и который создан только сейчас. Это препарат, таблетки для рассасывания для хорошего сна. Очень часто человек подвергается неврозам и начинается, легли посмотреть телефон, после телевизора, проблемы жизни, война, и начинаются проблемы со сном. Человек не спит. Я могу сказать, что на сегодняшний день это тотальная, глобальная и очень тяжелая проблема. И она и раньше была, а сейчас выражена прямо в глобальном таком виде. Люди перестали спать. Они спят недолго, если спят, сны им не снятся, если засыпают, то засыпают поздно, если просыпаются, просыпаются рано. И это все называется синдромом хронической усталости. Если человек длительное время страдает синдромом хронической усталости, у него доходит до какого-то периода или промежутка времени и начинает обсыпаться здоровье. Начинает расти холестерин, появляются стенозы, появляется инфаркт, появляется артериальное давление, отеки, появляется почечная недостаточность, ну и так далее. И даже ожирение отчасти может быть связано с тем, что человек недостаточно глубоко спит, и судороги могут появляться у человека. Ну и я хотел создать не стероидный препарат и сделал его с успехом. Данный препарат очень успешно работает над тем, чтобы человек заснул. Мы проверили на 100, наверное, даже больше добровольцах, которые захотели его использовать. И это были люди возрастом от 60 лет и старше. Никакого побочного эффекта. Как использовать таблетку? Таблетку необходимо рассасывать. Она имеет ярко выраженный вкус чернослива и табака. То есть, когда она во рту немного сладкая, немного ментольная, но с ярко выраженным запахом табака. Рассасывается, ее можно разжевать и проглотить. И ровно через от 7 до 10 минут человек засыпает. Без всяких вариантов. Сны снятся красивые, сны снятся легкие, но самое приятное, это с утра появляется великолепное, хорошее, теплое настроение, так как данный препарат, помимо того, что он является снотворным, еще и восстанавливает психику человека. При этом улучшается зрение, улучшается деятельность сосудов, улучшается деятельность позвоночника, омоложение происходит. Почему? Спит, молодые спят долго, а взрослые спят мало. Поэтому если взрослого заставить спать долго, то он будет моложе. Вот такая логика. Поэтому данный препарат выпускается в нашей компании и имеет невысокую стоимость, что заметно отличает его от подобных препаратов, которые продаются в аптеке. Очень рекомендую, потому что препарат действительно показал свою мегаэффективность. Наконец-то получилось
хорошее снотворное, которое не имеет побочных эффектов и не имеет привыкания. Принимая его на протяжении нескольких недель и в дальнейшем не принимая, вы столкнетесь с тем, что сон нормализуется, и вы вновь начнете засыпать без использования препаратов. Рекомендую людям любого возраста, все совершенно безопасно. Марина Иса. Дорогой доктор, здравствуйте. Скажите, возможно ли вылечить варикоз полностью? Что из ваших препаратов и что можно из народного? Вы знаете, тибетская медицина считает, что варикоз является заболеванием печени. Если в печени есть увеличение печени, ожирение печени, то появляется варикоз. И в чем-то они правы. Знаете, я считаю, что к этому нужно добавить, чем они там лечат, там народные способы лечения, это там печенью сырой, говяжьей и так далее. Нам это не подходит на самом деле. Но я могу сказать вам, что при применении препаратов для поджелудочной железы и для печени на протяжении вот хотя бы 2-3 месяцев можно справиться со всеми проблемами сосудов на ногах, варикозов. Дело в том, что других способов, ну, их просто не существует. Я рекомендую использовать не препараты для лечения сосудов, а препараты для лечения печени и поджелудочной железы. А еще с увеличением приема токоферола или витамина D3. Таким образом, вот такой должен быть курс лечения. Препарат Тантал или бетулин, ну лучше Тантал. Препарат Тантал, панкресорб и витамин D3. По 2 таблетки 2 раза в день, можно легка хода. Можно ли полностью убрать? Вы понимаете, это такой вопрос. Есть поражение вены и нарушение уже магистрали кровеносной системы. Вот в случае, если уже образовались большие очаги варикозного расширения вен, в случае, если уже не работают эти процессы кастрикции, если уже есть какие-то процессы, которые уже есть фиброзы, нарушения тканей и вот этих клапанов и так далее, флебологические, то уже, наверное, восстановить полностью так, чтобы чем-то народным восстановить полностью, чтобы это ушло, наверное, нельзя. В случае, если у вас там, ну, пока появились звездочки, еле заметны эти вены, то применение препаратов, о которых я сказал, заметно улучшит ваше состояние. Вообще не стоит бояться флебологов. Не стоит бояться. На сегодняшний день очень эффективная флебология и очень эффективно можно вылечить вены. Прям очень-очень эффективно и быстро. Не стоит этого бояться. Дело в том, что это как больные зубы. Знаете, каждый следующий год нелечения приводит к еще более обширному ухудшению общего состояния вен, и в дальнейшем это может быть такая колоссальная, существенная, даже не плохая ситуация, драматическая ситуация, потому что там чего я только не видел. Аннушка Крулевская. Подскажите, постоянно болит горло и увеличены под горлом лимфоузлы. Лимфоузлы увеличены с апреля. Подскажите, это из-за вирусов? Да, скорее всего. Чем полечить лимфоузлы? Возьмите обычный йод, вмакните туда палочку и сверху вот так на горле с левой и с правой стороны поставьте несколько крестиков. Вовнутрь ничего не нужно принимать. Лимфоузлы лечатся снаружи. И еще, лимфоузлы можно натирать нашатырным спиртом. Тоже имеет эффект. Дочь-подросток 14 лет. Долгое время мучает гипертония с высокими показателями до 200 единиц. Выявили спазм сосудов головы. Можно ли это как-то вылечить? Массажем. Надо массажировать ее. Необходим массаж. Также я сегодня говорил о спирулине. Принимайте спирулину, принимайте эмбрио плюс и массажи. Также тонизон и коэнзим Q10. Вообще массажами уберете. Вообще в ее случае это исключительно проблемы поджелудочной железы. Правда, попринимайте препарат панкресорб. Все остальные проблемы исчезнут сами по себе. Она, наверное, просто скорпион.
Андрей Андреевич, после марафона 9 начала протирать уши нашатырным спиртом, сильные боли. Продолжать? Нет, не продолжать. Это говорит о том, что не нужно. Нашатырный спирт, который он протирает уши, убирает грибок. Но нашатырный спирт не должен быть очень концентрированным. Поэтому боли появилась, убирайте. Охла- Охладило очень сильно. Здравствуйте, подскажите, чем полечить заложенный нос, если нет насморка? Препаратом можно спирулиной, можно, есть у нас такой препарат, называется он трангиновые капли, очень эффективен. После неудачного эндопротезирования сустава образовался ложный сустав, можно наступать на ногу. Смогу ходить без костылей. Какие препараты, процедуры? Натирайте сливочным маслом. Прикладывайте сливочное масло. Принимайте коллаген, гиалуроновую кислоту. Коллаген обязательно принимайте. Есть очень... телефон занят. Хотел вам сказать, как называется спортивное питание. Есть очень хорошее спортивное питание, не моей компании. И посоветовал один травматолог как раз людям, у которых подобные проблемы. И очень его хвалят, потому что улучшается состояние сустава. В составе вот того спортивного питания находится, по-моему, 80 или 90% вещества из порошка из рожкового дерева. Не знаю, что это за рожковое дерево. Я так думаю, что это разновидность акации. И вот створки акации, такие сладкие, из него, наверное, делают вот этот порошок рожкового дерева, и вот им восстанавливают эти суставы, принимая вовнутрь. Там же находится коллаген, гиалуроновая кислота и так далее. Ваш совет: у меня остроугольная глаукома на левом глазу. Делаю раствор мед с солью и капаю, а после аптечный капель болит глаз. Да, это пилокарпин. Он очень болезненный и из-за этого болит. В моей компании есть препарат, он называется глаукамин. Возьмите селен, глаукамин и спирулина и принимайте по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении от 30 дней до 45. Также обязательно что-то для коэнзим Q10 можно принимать. Андрей Андреевич, подскажите народное средство, если знаете, которое рекомендовал Серафим Саровский для того, чтобы согревались конечности. Мумиё. Серафим Саровский говорил о мумиё, о Бракшуне говорил. Там, где он находился, можно было собирать мумиё. Он его и рекомендовал. Мумиё рекомендовал Серафим Саровский при заболеваниях НУРЭС. Мумиё рекомендовал при заболеваниях, на ночь рекомендовал пить мумиё при заболеваниях НУРЭС. И чтобы человек согревался. Почему человеку холодно? Человеку холодно, потому что там адреналин. Потому что это стресс перенес человек. Стресс привел, помните, я говорил, адреналин в конечностях застаивается, и там, где адреналин, там появляется адреналин-маркер. И как прополис в пчелином улике, так образуется холестерин сразу же. То есть в тех местах, где адреналин, там холестерин. Если убрать адреналин, человек не захочет жить, у него начнется депрессия. Уберите адреналин, человек сядет вялый и все, ему ничего не хочется. Человеку для того, чтобы жить, нужно эмоционировать, человеку нужен секс. Если секса нет, то надо, чтобы кто-то его там обижал, или на кого-то он обижался. Почему? Или ненавидел, или обожал, или там ему нужен адреналин. Убери адреналин, и будет овощ. Поэтому адреналин нужен. Но если бы можно было бы кран открывать чуть-чуть, а он, если открывается, то по полной программе. И что нужно делать? Нужно спать, потому что я уже говорил, что для того, чтобы снизить адреналин, нужно больше сна. Второе, человеку нужен магний, потому что когда адреналин выделяется, то очень сжигается магний, прям колоссально. Алкоголь сжигает магний, поэтому человек все безумнее и безумнее. Для чего нужен адреналин? Адреналин еще и сжигает кальций, как ни странно. Дело в том, что если выделяется адреналин, то кальций выводится. Поэтому человеку и магний выводится. Поэтому человеку, у которого стрессы постоянные, ему необходим кальций в виде цитрата кальция, токоферол нужен в виде там, витамина D3. Вот такие нужны ему
вещества. Привет с Кыргызстана. Можно вылечить аритмию сердца? Можно моим препаратом NSCARD. NSCARD. Дорогие мои, уважаемые друзья, прямо сейчас поставьте лайк под моим видео, потому что вас сейчас 633 человека, а лайков вы поставили 483. Таким образом, вы поддержите мой канал и поддержите данное видео. Можно ли применять добавку SHTP из магазина спортивного питания? Давайте посмотрим. Добавка SHTP. И посмотрим, что же это такое. Это гидрокситриптофан. Да, можно. Это будет успокаивать. Любой триптофан является элементом успокоения сродни прекурсора дофамина. То есть у человека есть дофамин, гормон радости, и серотонин, грубо, то, что его должно успокаивать. Так вот, если человек принимает L-триптофан, то он больше будет склонен к тому, чтобы испытывать состояние радости. Когда человек выпивает, и у него алкогольное опьянение, то в момент алкогольного опьянения человек ощущает депрессию. Это связано с тетрауксусной кислотой, с высоким количеством молочной кислоты, но неважно. И в этот момент, когда он испытывает вот такое состояние, то ему кажется, что ему там, не кажется, а на самом деле ему плохо. Почему? Очень снижается дофамин. И для того, чтобы, прекурсором, то есть тем, из чего получается дофамин, является L-триптофан. А L-триптофан является, грубо, аминокислотой, которая является производной холина. И вот L-триптофан, он как L-допа, влияет на определенные участки. Вот L-триптофан, он убирает внутреннее гудение, когда у человека все гудит в середине, и ему дискомфортно. Это как бы начало или дебют в дальнейшем появляющегося заболевания Паркинсон. И для того, чтобы успокоиться, L-триптофан нужен. И вот этот препарат, о котором вы говорите, 5-HTP или 5-гидрокситриптофан, является в том числе и прекурсором. Очень рекомендую принимать его с нейролептиками в случае, если у вас есть компульсивное или обсессивное состояние, автоматизм. Принимайте данный препарат совместно, это заметно улучшит состояние. Сегодня сделали маме УЗИ сосудов головы и шеи, ответил вам. Смотрите, применять 5-HTP нельзя долго. Нельзя долго. Объясню почему. Если принимать очень долго, то может быть нарушение гормональное, гормональное половое. То есть может произойти уменьшение выработки тестостерона или у женщин прогестерона. Это тоже очень опасно. Поэтому в случае, если у вас смешливое настроение, там очень радостное, это может быть разновидностью компульсного состояния там, при маниакально-депрессивном психозе. Это тоже очень аккуратно с этим. Поэтому если вам от L-триптофана там все время хохочете, все время улыбка, все время поднятое настроение, может дойти до какого-то состояния и перейти в состояние уже полярное. То есть появится депрессия, затяжная депрессия. Аккуратно. Это мозг, не нужны стабильно применять препараты такого вот уровня, нужно только по рекомендации врача и при действительно там, затяжной депрессии, усталости и так далее. Просто так, чтобы улыбаться, не нужно принимать. По поводу мухоморов. Андрей Андреевич, скажите, можно ли принимать мухоморы? Мухоморы являются ядовитыми веществами. И второе, мухоморы даже в микродозе являются наркотическими веществами. Очередной разрешенный наркотический препарат. Поэтому, принимая мухоморы, вы со временем столкнетесь с тем, что у вас появится зависимость. И вам будет хотеться принимать мухомор. Слушайте, а он вам нужен еще один наркотик? Почему?
Дело в том, что он стимулирует, как любой яд, а стимуляция любая там поднимает настроение, улучшает как бы запоминание. Но я, когда принимаю 100 грамм алкоголя, у меня тоже улучшается настроение. А если каждый день принимать алкоголь, ежедневно улучшается. Если микродозы, ну, даже рюмка улучшает. А чё? Точно так же и с мухоморами. Люди, не становитесь мухоморозависимыми людьми. Я даже уверен, что пройдет, допустим, там 7, 8, 10 лет, и появятся клиники, которые будут лечить мухоморозависимость. Сейчас продажа мухоморов – это фактически разрешенные наркотические ядовитые вещества. Хочу вам напомнить, что продажа ядов в нашей стране, Украина, я нахожусь в Украине, моей любимой стране, и продажа ядовитых растений у нас регламентирована и запрещена. Поэтому любое приобретение и прием данных препаратов запрещено законом. Аккуратно, мухомор это яд. Василий Сигарев, Андрей Андреевич, чем можно полечить боли в коленях? Я сегодня рассказывал о спирулине. Вот можно спирулиной. Вообще, чем проще всего лечить подагру? Обычно боли в колене – это подагра. Мой препарат, кстати, Метикс, очень помогает. Одна чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Урализ, манкулит, а по одной чайной ложке на стакан воды 1 раз в день, 1 неделя, никаких болей ни в плечах, ни в суставах коленных. Что это такое, почему коленные суставы болят? Как правило, это все происходит на фоне появления молочной кислоты, мочевой кислоты, извините, оговорился. То есть, по-другому это подагра. Как лечить подагру? От чего подагра? Алкоголь, сладкое и мясо. Убирайте мясо, переходите на вегетарианскую диету и нормально себя чувствуете. Прям очень-очень рекомендую. Людмила Жукова, будьте добры, подскажите, от чего растрескиваются стопы и кожа сухая, как бумага, все анализы в норме. Все анализы в норме, да не те вы анализы сдаете, а вот какие нужно. А вы вот сдайте АТТПО, С-реактивный белок и ревмофактор. И у вас покажут обязательно, что у вас там есть проблемки. А еще сдайте холестерин, а еще сдайте печеночные пробы. Вот поверьте, если бы вы попали ко мне, то я бы нашел, где у вас там анализы плохие. Так вот, если у вас происходит растрескивание рук, ног, где-либо ставьте тире и пишите заболевание печени. Всегда это либо герпевирусное заболевание, либо это гепатиты, либо это жировые какие-то проблемы, либо это нарушение функций печени, там жировой гепатоз и так далее. Чем это все лечится? Можно принимать лецитин, бета-ин моей компании, псилиум, лецитин, бетаин, псилиум. Из препаратов рекомендую принимать бетулиновую кислоту, бетулин, тантал, гепафит. Смазывать чем? А вот если смазывать, то нужно изотоновым бальзамом. Смазывая изотоновым бальзамом, сможете справиться с этим. А еще все для того, чтобы печень жила хорошо. Что ей нужно? Ей нужны горечи. И с испокон веков любое растрескивание на локтях или еще где-либо связывали с тем, что печень не выделяет желчи. И чем лечили? Лечили горечами. Народный способ был такой. Брали полынь синюю или голубую, высушивали, перемалывали и принимали на кончике ножа 1 раз в день. Кстати, Серафим Саровский, кстати, рекомендовал, чтобы человеку было тепло, принимать полынь в сухом виде. Полынь нельзя принимать долго и нельзя принимать больше 1 месяца. Нужно принимать хотя бы до 20 дней. Дело в том, что полынь может спровоцировать появление цирроза. Я как медицинский работник могу сказать, что я, конечно, в этом сомневаюсь, хотя раз пишет литература, значит что-то в этом есть. Почему? Полынь ядовитое вещество. Вся полынь, любая полынь, это яд. То есть в случае, если ее больше принимать, чем нужно, она может отравить человека.
Ну, в случае, если принимать, хотя вот если разобраться, подорожник тоже ядовитое вещество. То есть из подорожника, если сделать горечь, там она тоже цитотоксична. Полынь цитотоксична, пижма цитотоксична, и даже ромашка. В случае, если ромашку принимать постоянно и в концентрированном виде, то 100% в дальнейшем появятся проблемы кишечника. Проблемы кишечника, двенадцатиперстной кишки, язва даже может сформироваться и так далее. Поэтому, знаете, все хорошо, да в норму. Вот. Используй ваш крем с коллагеном, разными растительными маслами, не помогает. Используйте изотоновый бальзам, вот им смазывайте, и не будет сохнуть. Сейчас подготовил и сделал уже новую мазь. Соня забрала коробку, хотел показать. Будет называться Родопи. Очень интересное у меня было когда-то путешествие к человеку одному, который живет на территории Болгарии. Сейчас я скажу его фамилию. Зверобой очень хорошо принимать в случае, если у вас кожа плохая. Правда? Так, хотел быстро найти. Ага, вот. Хотел найти. Такую вот мазь приготовил. Ее там дедушка один делал. Я у него был в гостях. И он мне дал рецепт. И она называется золото Родопи. Я ее тоже назову Родопи. И прям хороший рецепт. Она от витилиго и псориаза, от любых шелушений. Не было у меня раньше розы, а туда идут только листья белой розы. И вот в этом году лилию насобирали в саду, белую розу, но ее решили не выбрасывать, как каждый год, а сделать вот такую мазь. Получилась мазь, она будет называться Родопи, помогает любые кератомы, любые вот эти папилломки, где какие вот псориаз и витилиго, какие-то белые такие, вот там растрескивающиеся пятки и так далее. Вот этой мазью можно лечить. Там 20 растений, они варятся, эти растения добавляются, варятся в вазелине, добавляются там вот эти белые розы в конце, и после чего там все по граммам. Такой интересная мазь, хороший запах имеет. Марина Камчатка, благодарю. Пить кислое тянет. Правильно. Перелом большой берцовой кости со смещением 15 июня была операция. В настоящее время не могу наступать. Не будете, это вы что? Берцовая кость это очень сложная операция. После нее реабилитация 6-8 месяцев. Месяцев. Наступать на ногу, конечно, и не должны наступать на ногу. Вы начнете наступать на ногу через 8 месяцев только, по чуть-чуть. И будете потом ходить еще с палочкой. Что? Вы что? Конечно, это тяжелейшее заболевание травматологическое. Как можно избавиться от грыж на позвонке? От грыж на позвонке массаж и лечить поджелудочную железу препаратом панкрисорб. Еще раз хочу сказать, смотрите, препараты для поджелудочной железы. Панкрисорб, глюконорм, бетулиновая кислота, бетулин. Вот принимать можно, принимать спирулина. Бетаин, бетулин, панкрисорб на первое место. Не нужно лечить позвоночник, лечите печень и поджелудочную. Проблем с позвоночником не будет. Даже возьмите один панкрисорб и пропейте его, ну, месяц-полтора. Потом на год забудете, что у вас где-то позвоночник болит. Просто мы неправильно воспринимаем свой организм. Мы думаем, что заболевания позвоночника связаны с позвоночником, но он не болеет. Заболевания позвоночника по тибетской медицине связаны с поджелудочной железой. И болезни поджелудочные обычно и приводят к тому, что с позвоночником происходит вот то, что происходит. А поджелудочную нам нечем лечить. У нас нет препаратов, которые могли бы восстанавливать поджелудочную железу. Есть что хочешь.
есть ферменты поджелудочной железы. А лекарства есть там Сенциали Форте, что там, Ношпа, панкреатин. А, полечить-то нечем. Получается, не при... белладону вот они в белостезине рекомендуют при резких болях при панкреатите. А так чем полечить вообще непонятно. Нечем получается лечить. То есть поддержание гепатитов там в печени можно там попринимать, там горечи можно попринимать там энтеросорбенты какие-то для того, чтобы там почистить кровь, да, улучшить качество крови. А чем полечить поджелудочную? Тире, нечем лечить. А я вот сделал видео такое, но оно обрезано было 1 минута. Я там говорю, люди, не надо лечить позвоночник, нужно лечить поджелудочную железу. И меня там заплевали прямо. Ой, что за бред вообще поджелудочную железу. Я понимаю, ее нечем лечить. А я сделал препарат, называется Панкресор. Пропейте данный препарат. И увидите, что применение данного препарата, вот оно и лечит. Потому что все остальное почему-то не лечит. Я могу сказать, что 2 препарата на самом деле для поджелудочной очень эффективны. Это панкресорб моей компании. И второй препарат, он мне очень нравится. Он называется асцимид. Я убрал свой живот. Это была такая драма для меня. Дело в том, что у меня было онкологическое заболевание, там очень много лет болел онкологическим заболеванием. И в своей жизни перенес, есть даже история, ее написал где-то в Facebook, и там я говорю, 11 месяцев в гипсе, 11 лет в онкологии, знаете. То есть я разбился на машине, у меня перелом позвоночника был, и перелом бедренной кости, перелом руки, вот открытый перелом был. И там очень сильная травма лица, и сильная травма была у меня мозга и так далее. И после 11 месяцев гипса, очень тяжелой реабилитации, после этого начался кашель. И прошел год, и обнаружилось, что у меня онкологическое заболевание. И после лечения онкологического заболевания, это много лет длилось у меня, после лечения онкологического заболевания появился характерный асцит, который всегда появляется, потому что это почечная недостаточность, это печеночное отравление, если можно так сказать, это вечно плохая кровь, вечно плохое самочувствие. Сам худой живот торчит, вот такой углом. И долго не мог ничего с этим сделать, никакими, ну, ни пресс, ни практики, сам худеешь, живот торчит. Асцит. Сделал препарат Асцит Норм. Сейчас этот препарат для меня постоянен, я его принимаю периодически, практически, ну, месяц или 2 точно. Живот сдулся, улучшило мочеиспускание, поджелудочную железу лечит, кишечник не вздувает, двенадцатиперстная кишка работает хорошо, желудок работает хорошо. Да, он фантастический. Он фантастический. Его нужно принимать. Минус. Долго надо принимать, к сожалению. А все, конец. Я желаю всем здоровья. Еще раз большое спасибо. Мне было очень приятно с вами поговорить. Также сейчас сделал я новый препарат Лизоцим. Теперь он выглядит вот так, с высоким, сверхконцентрированным количеством лизоцима. Стопроцентная концентрация. Чем я собираюсь лечить? Или что я собираюсь этим препаратом лечить? Смотрите, вирусы, плохой запах изо рта, заболевание желудка, сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, гепатит С, вирусы, онкологические заболевания. Рекомендую его принимать совместно вообще от всех проблем желудочно-кишечного тракта. Заболевание Крона, заболевание желудка, заболевание язвы желудка, заболевание язвы двенадцатиперстной кишки, какие там еще есть, гастроэнтериальный рефлюкс, гастрит, панкреатит, все лечится данным препаратом. Является также сверхконцентрированным антибиотиком и имеет ярко выраженный мощный эффект. Вот запах изо рта лечит за 4 дня. То есть не нужно, там, допустим, принимать препараты для помпы, как же они называются,
забыл. А, Принимайте лизоцим актив. Антибактериальный активный фермент, противомикробный, противовирусный, сверхконцентрированный. Специально сделал для вас. Когда-то проводил такой семинар и выписывал научные работы. Так вот, применение доксирубицина во время онкологического заболевания с лизоцимом увеличивало воздействие химиотерапии там, в сотни раз. Дальше применение там, метотрексата совместно с лизоцимом увеличивало воздействие метотрексата. Применение мидрола или преднизолона совместно с препаратом лизоцим увеличивало воздействие данного препарата и как противовоспалительное вещество, и как противовирусное вещество. Одним словом, просто уникальное от всех болезней. Я его выпустил в мегаконцентрации. Хочу сказать, что я первый человек, кто сделал стопроцентный лизоцим. Вы его можете приобрести вот в таком виде. Сейчас он у нас продается в капсулах. Его концентрация 100%. Это выпить одну таблетку, это то же самое, что выпить 1000 миллиграммов антибиотика аугментин. Это мега-мега концентрированное вещество. Лизоцим можно сделать вегетарианским. Лизоцим делается из куриного белка. Других способов производства лизоцима не бывает. Их как у вас можно купить? Уважаемые друзья, прямо внизу по данным видео сейчас находится перечень тех препаратов, о которых я рассказывал. Это спирулина, L-триптофан, коэнзим Q10, лецитин, омега-3, бетаин, хлорофилл и препарат Соник для сна. Также после окончания данного вебинара я поставлю ссылку на препарат лизоцим, где вы сможете его приобрести. Сейчас я посмотрю, он есть в каталоге вообще у нас, этот лизоцим. Лизоцим. Да, он у нас уже есть в обновленном виде. И его можно принимать уже в обновленном виде. Лизоцим актив. Да, натуральный антибиотик, 129 полипептидов. Я желаю вам успеха и желаю вам здоровья. До свидания. Знакомьтесь с препаратами моей компании на моем сайте tibetan-formula.com. Буду признателен, если вы оставите свои комментарии. Если у вас есть очень интересные какие-либо результаты, то оставляйте данные результаты на моем сайте. Почему вы сейчас не видите ссылки? Смотрите, в тот момент, когда я закончу эту трансляцию, потом еще раз зайдите на данное видео и к описанию нажмите на кнопку, где написано «Вебинар по здоровью с Андреем Дуйко», нажмите там, где написано количество подписчиков, и откроется у вас описание к видео, и вы сможете все увидеть. Еще раз, до свидания. К сожалению, не могу ответить на все ваши вопросы, их много, но давайте их оставим на следующий вебинар. Я с удовольствием вам посоветую. Также вы свой вопрос можете оставить в виде комментария, и я для вас напишу для вас персональный курс лечения. Еще раз, до свидания, будьте здоровы.